Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня у меня дебют. Мне бы хотелось сделать это видео разговорным, потому что некоторые мои знакомые, друзья и подписчики пишут мне, что интересно смотреть ролики, да, как все это быстро-быстро делается. Но хочется какого-то рассказа, хочется знать, почему именно так поставлен цветок, а не по-другому. Некоторым хочется какие-то знать правила составления букетов. И мне, в принципе, тоже очень хочется рассказывать, но я все жду свой микрофон. Вот, пока он не идет, я хотела записать подробное видео. Не знаю, как получится. То есть, если оно получится, то мы его сделаем с говорением. Если не получится, тогда просто вырежем и сделаем все как обычно. Очень хочется показать вам, так как сейчас первые дни весны, мое самое-самое любимое время года, хочется показать вам какой-то простенький букет, весенний букет, который может сделать любая девушка, украсить свой дом, поставить на обеденный стол, на какой-нибудь стол, если она работает в офисе, на свой рабочий стол. И этот букетик будет всегда поднимать и настроение, но не всегда, а во время того, ровно столько, пока цветочки не умрут, да, не живут свой срок. Вот. Посмотрим, как получится. Вот, давайте начнем. Я думаю, что любая из вас сможет сейчас это повторить. За окном весна, пробуждение природы, все веточки, все веточки, все кустарники с почками, которые набухают, которые в скором времени на которых будут появляться листочки. Это отличный материал для того, чтобы сделать композицию. Вот. Я хочу использовать в своей вот этой простой композиции, а точнее это просто будет букет. Я, видите, взяла обычную вазу, в которую налила воды, и туда поставлю веточки с тюльпанами и сделаю такой микс. И это будет очень простой букет, поверьте мне, но он будет очень красивый, изысканный, элегантный. И опять, как я уже говорила, его может сделать любая из вас. Вот. Или любой из вас, или если меня смотрят молодые люди, да, и порадовать свою любимую таким прекрасным весенним букетом. Что хочется сказать? Для начала, как всегда, как и все цветы, я единственное, не знаю, по-моему, в России, когда ты покупаешь просто цветочки, напряженка купить кризал, я не знаю, сейчас нет или есть, потому что я уже 4 года не живу в России. Для тех, кто еще не знает мою историю, когда будет микрофон, все расскажу подробно, но я 4 года живу в Швейцарии, на границе с Италией, и поэтому не знаю, как сейчас дела обстоят в России с кризалом, но здесь, когда ты покупаешь любые цветочки, вот эти тюльпанчики были куплены в магазине, и ко всем цветочкам есть вот такие кризалы. То есть цветы здесь продаются в супермаркете, здесь цветы как часть жизни у обычных горожан, то есть они идут за продуктами и покупают цветочки, то есть на обеденный стол, то есть во всех домах практически, я даже не знаю, у всех моих знакомых, где я была, и стоят красивые свежие букеты на обеденных столах. Здесь и гостиные, знаете, красивые. Хочется поставить, хочется себя радовать. И погода здесь позволяет. Здесь солнечные дни в году. Солнечных дней в году очень много. То есть вот дождливых на 10 солнечных, наверное, 1 дождливый или еще реже. Поэтому хочется всегда себя радовать, хочется всегда быть в приподнятом настроении. А сейчас весна, и это просто замечательно. Ну все, вот чего я и боялась, я очень люблю болтать, поэтому давайте приступим. Я разрезаю кризал, кризал это порошок для цветов, который, это специальный раствор, благодаря которому наши цветочки поживут подольше. И хочу отдельное спасибо сказать моим зрителям, которым не безразлична судьба моего канала и которые
пишут какие-то свои рекомендации, дают рекомендации, чтобы такого сделать, чтобы улучшить контент канала. И в частности, процесс говорения — это один из этих пунктов. Я надеюсь, что кризал будет качественный, что он весь растворится, но не могу давать гарантии. Вообще, по идее, если качественный кризал, то он должен весь раствориться, никакого порошка и намека на то, что здесь порошок, не должно остаться. Ну, посмотрим. Этот букет очень простой. Этому букету я научилась у своих голландских друзей, когда у меня были стажировки в Голландии в свое время. Когда я училась флористике, у меня были несколько стажировок в Голландии, чему я очень благодарна и признательна всем тем, кто меня приглашал на эти стажировки. И голландцы очень любят весной использовать вот такие вот букеты. Просто в вазе. Эти букеты можно встретить везде, повсеместно. Вот, например, на данный момент, сейчас март-апрель, да, в Голландии, эти букеты можете увидеть везде. Обязательно используются разнообразные цветущие веточки, тюльпаны, гиацинты, любые другие цветущие растения. И вот они ставятся в вазах. У кого я проходила практику, это замечательный флорист Кейста, он прям продавал эти композиции прям в вазочках. То есть мы делали в вазочках, и прям в вазочках стояли композиции на витрине, и потом клиент приходил и вот эту композицию покупал. Это очень классно. И смотрите, что. То есть это вообще не замысловато. Это на раз, два, три. Берется веточка, подрезается секатором, вот, ставится в воду. И просто, вот, грубо говоря, то, что у меня есть в этой вазе из веток, да, букет, я его переношу в эту вазу с кризалом. Вот. Просто подрезаю еще раз, обновляю срез, чтобы веточки подольше постояли. Вот, смотрите. То есть просто ставим ветки. Просто хаотично, как вам нравится. У меня есть веточки здесь, я не знаю, это какой-то кустарник. Прошу меня простить, но я не знаю название этого кустарника, потому что здесь, вот, где я живу, в Лугано, в Швейцарии, здесь все цветет круглогодично. Круглый год что-то цветет. Поэтому безумное количество кустарников, которые в течение всего года остаются зелеными, всяких веточек, то здесь никогда нет проблем. Поэтому я даже не знаю, как этот кустарник называется. Вот, но я его специально поставила на воду заранее, заблаговременно, чтобы вы увидели вот такие почки. Вот здесь почки. Вот потом я, когда сделаю видео поближе, вы увидите, какие здесь красивые почки. И скоро появятся на этих веточках листики. Поэтому можно, в принципе, когда одни тюльпанчики отживут свой срок, поменять воду, налить обратно кризал, насыпать кризал в эту водичку, поставить другие тюльпаны, а веточки останутся прежними. И это будет очень здорово. Вот. Я взяла два вида тюльпанов. Один вид тюльпанов у меня разокрытый. Вот. То есть это вот буквально недавно купленные перед записью этого видео. А другие тюльпанчики, они точно такие, пионовидные тюльпанчики, но они куплены были несколько дней назад, и они распустились. То есть я специально, чтобы показать вот этот контраст, я думаю, что будет красиво смотреться. То есть тем, кто хотел всякие разные советы флористические. Вот один из советов. Тюльпаны.
мы используем обязательно чистим ножку, вот, полностью, чтобы в воде ничего не оставалось, потому что все, что останется в воде, будет гнить, и вода быстро-быстро испортится, и нужно будет очень часто менять. Если вы не поменяете, то это приведет к тому, что цветочки просто будут умирать намного быстрее, чем они могли бы жить. Вот. И обязательно, вот, ставим, очищаем тюльпан от нижних листьев, чтобы ничего не было в воде. Вот. Подрезаем тюльпан, берем ножик и подрезаем не по косой, как делаем это с другими цветами, а у всех растений, у кого есть мясистый стебель, таких как тюльпан, гиацинт, ну и многие другие, нарцисс, мы подрезаем просто по прямой. И ставим тюльпаны в вазу просто хаотично, как нам нравится. В принципе, вот такой букетик у меня получился. Весенний, простой, мне кажется, очень классный, очень шикарный, очень изысканный, с разной наполненностью бутона. То есть вот бутончики, полуроспуск и уже распустившиеся. Вот. Но эти тюльпаны мне нравятся, что они очень долго стоят, пионовидные, и они распускаются постепенно. И даже когда они уже распустились, довольно-таки, то есть они еще несколько дней постоят, они все равно выглядят очень красиво. Безумно красиво. Так что я думаю, что этим букетом вы порадуете и себя, и своих близких. Так что попробуйте повторить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы повторили, как у вас получилось и какую реакцию вызвал этот букет у ваших близких. До встречи в новом видео. Спасибо большое, что вы со мной. Пока-пока.